Друзья, всем привет! Это город Самарканд. Я нахожусь на бульваре. Здесь начинается русский Самарканд, широко распространенный в истории название западной части города Самарканда. В некоторых источниках также именуется как Европейский, Новый Самарканд, а также Южный Петербург. Туркестанский генерал-губернатор Константин Петрович Кауфман в 1870 году утвердил план нового русского Самарканда, а в 1871 году при губернаторе Самарканда Александре Константиновиче Абрамове закладывается Абрамовский бульвар. Это старое название бульвара, нынешнее название бульвара – Университетский бульвар. Территория бульвара и сам бульвар, обсаженный многочисленными деревьями, разделял старый город от нового современного города. После закладки бульвара появились первые здания европейского типа в Самарканде. Город начал расти. И благодаря этим историческим зданиям европейского стиля бульвар стал одним из самых красивых в городе. Друзья, сейчас вы можете видеть двухэтажное здание. Это бывшая женская гимназия. Сейчас здесь расположился биологический факультет Самаркандского государственного университета. На сегодняшний день здание сохранилось в отличном состоянии. Даже на фоне новых строений оно выглядит довольно гармонично и презентабельно. Во дворе биологического факультета растут чинары, клены. Также на территории биофака расположен небольшой ботанический сад и музей, где выставлены многочисленные экспонаты чучел, животных, птиц, в том числе и скелет слона. Но это уже другая история, друзья. И по просьбе подписчицы из Рязани Татьяны Таниной, Татьяна, специально для вас, вы просили показать, что сейчас находится на месте бывшей гостиницы «Интурист». Как вы видите, на месте гостиницы «Интурист» сейчас находится ресторан и кондитерская «Боливар». Приблизительно где-то вот на этом углу и находилось 11-этажное здание гостиницы. Сейчас здесь многочисленные бутики, кафе. Вот так изменился современный Самарканд. Если смотреть с этой стороны, то по левую сторону находится дорога, которая ведет к мавзолею Амира Тимура. И предположительно, где-то здесь, на площади, находилось кафе «Табасум». Сейчас, конечно, здесь все изменилось. Это пешеходная прогулочная зона с тенистыми зелеными парками и красивыми фонтанами. Ну а здесь вот такое прекрасное место для отдыха самаркандцев и гостей нашего города. Бульвар – это идеальное место для прогулок. Можно посидеть рядом с фонтанами, подышать свежим воздухом. Вековые деревья платана придают этому месту особый вид и атмосферу. В жаркие летние дни можно скрываться от жары и палящего солнца. Это маленький зеленый оазис в центре города Самарканд. Также на бульваре находится вот такое строение. Нет, это не Санкт-Петербург и не Москва. Это центр Самарканда. Это здание русско-китайского банка, построенного в 1899 году. Архитектор неизвестен. Здание недавно было отреставрировано, а внутри находится музей. Музей, посвященный узбекско-китайским отношениям, рассказывающий в том числе о шелке и керамике. Давайте подойдем поближе, и вы увидите это здание необычайной красоты. Я думаю, можно пройти в здание
и увидеть всю эту красоту. Смотрите, как красиво. Давайте пройдем. Друзья, посмотрите, какая красота. Вы где-нибудь видели такое? Следующий зал. Здесь тоже экспонаты китайской культуры. Проходим в следующий зал. Здесь также экспонаты китайской культуры, китайский шелк, также китайская керамика. А в центре вы можете видеть это древо жизни. Вот так оно красиво подсвечивается. И обратите внимание, оно увешано коконом. Все вы знаете, что из него производят шелк, натуральный китайский шелк. Выходим в холл. Следующий зал. И здесь также экспонаты китайской культуры. Дракон. Это все китайская керамика. Также среди многочисленных экспонатов музея художественные работы китайских мастеров. Друзья, вот такой небольшой обзор музея. Открытие музея было приурочено к проведению саммита ШОС в 2022 году. Также здесь имеется второй этаж, где выставлены экспонаты китайской культуры. Вы получите массу удовольствия, впечатлений от увиденного. Это место обязательное для посещения в Самарканде. Приезжайте, друзья. Мы сейчас идем с бульвара. Здесь корпус Самгу. Это улица Ахумбабаева, старое название улицы. Нынешнее название улица Бустан-Сарой. Перед нами можете видеть здание жилого дома. Это трехэтажная Сталинка. В городе несколько домов в таком стиле. Посмотрите, очень необычные балкончики. Необычная форма окон. Это дом высокопотолочный. Возможно, из зрителей кто-то здесь когда-то проживал. Бустан-Сарой, 80. Мы находимся на пересечении улиц Бустан-Сарой и улица Узбекистанская. С правой стороны у нас студенческое общежитие Самгу, а с левой стороны здание УВД. Мы пойдем в эту сторону, в сторону центрального парка имени Алишера Наваи. Это здание кооперативного института и пересечение улиц Коммунистической и Узбекистанской. Слева находится Центробанк, а справа здание — это паспортный стол. Городской паспортный стол. Друзья, также хотелось бы обратить ваше внимание на вот такое старинное здание. Думаю, что многие самаркандцы помнят. Это храм святого Георгия Победоносца. Давайте обойдем здание. Вход у них расположен с этой стороны. И я вам покажу, что сейчас здесь находится. Друзья, еще хотелось бы отметить, что здание было построено в 1882 году и сохранилось до наших дней в отличном состоянии. Сейчас здесь находится музей дружбы народов и религиозной толерантности. Давайте пройдем в музей
И посмотрим. Обратите внимание, какие высокие двери. Это сам зал, фотогалерея. Здесь можно видеть костюмы разных стран. И вот такая инсталляция. Я думаю, все вы помните о подвиге узбекского народа в годы Второй мировой войны. Инсталляция «Дружба народов». Также здесь представлены экспонаты разных культурных центров города Самарканда. Здесь польский культурный центр, азербайджанский культурный центр, немецкий культурный центр, турецкий культурный центр, ну и так далее. Приезжайте в Самарканд и обязательно вместе посетим этот красивый музей. А мы идем дальше. Перед нами еще один пример дореволюционного русского Самарканда. Это здание Дома офицеров. Обзор этой части улицы у меня был в предыдущих роликах. А нам нужно идти в эту сторону, к выходу из парка. Друзья, мы пришли на улицу Фердауси. Старое название улицы Шаумяна. Здесь раньше находился Национальный банк. Я не историк, искусствовед, поэтому точно не помню, что находилось раньше в этом здании. Может быть, кто-то из вас знает? Напишите в комментариях. Так выглядит центральный вход в здание. По всей видимости, отделение банка все же здесь сохранилось, потому что я вижу вывеску NBA, Национальный банк Узбекистана. Вот. Думаю, многие из вас узнали эту улицу. Это улица Энгельса. И чуть выше там пересекается с улицей Узбекистанской. Обращает внимание архитектурная изюминка города Самарканда. Это детская библиотека имени Абу Райхана Бируни. Посмотрите, какое старинное здание. Очень красивое. Думаю, многие узнали. Это Пушкинская библиотека. Это комплекс городского народного дома. Включал в себя когда-то музей, библиотеку и читальню. Необычная архитектура, которая сохранилась по сей день в отличном состоянии. Я нахожусь на улице Фрунзе, нынешняя улица Амира Тимура. И это еще одно здание, старинное здание русского Самарканда, дворец бокса. Дворец бокса располагался в Центральном парке имени Горького, нынешний парк имени Алишера Наваи. Всем известные места. Здесь неподалеку располагается фонтан «Чайка». Ну, раньше так назывался фонтан «Чайка». Если идти в ту сторону, кинотеатр «Самарканд». Здесь при входе в парк раньше находилась арка, и прямо за аркой была эстрада. Конечно, многое изменилось с тех пор, но фонтан по-прежнему действует. А мы сейчас пойдем в сторону улицы Кауфманской, так она называлась в эпоху русского Туркестана. Позже при советах эта улица была Ленинской, и нынешнее название улица Мустакиллик. Также обращает на себя внимание старинная одноэтажная Сталинка.
Это книжный магазин «Узкий топ». Он по сей день действующий, работает и находится в центре улицы Мустакиллик. Также обращает на себя внимание усадьба еврейского купца Авраама Калантарова. Усадьба занимает целый квартал. На другой стороне усадьбы находится дом Авраама Калантарова, который туристы привыкли видеть как краеведческий музей в Самарканде. Друзья, я пришла на улицу Почтовая. Часто спрашиваете, сохранился ли крытый рынок. Да, он сохранился, его переименовали Мармар Дехон Бозары. Справа от меня корпус мединститута. Я вам хочу показать здание главпочтамта. Вот так выглядит здание самаркандского главпочтамта. Изначально оно имело совершенно другое предназначение. Самарканд после проведения железной дороги стал крупнейшим торговым центром. И сюда хлынули товары со всех сторон. Так в древнем городе появились чайные короли, братья Поповы. Чайная фабрика братьев Поповых была сдана в эксплуатацию в 2013 году, но вскоре она была закрыта. В последующие годы это здание переходило из рук в руки, меняя хозяина. Но позже было передано почтовому ведомству Узбекской ССР. Гостиница «Регистан». С правой стороны дом быта «Зибо». Я перешла дорогу, нахожусь у дома быта «Зибо». Сейчас это многофункциональный большой центр по продаже ювелирных изделий. Также здесь парикмахерские, стоматология, авиакасса, ну и многое другое. Также по улице Мустакиллик обращает на себя внимание старинное здание кофейни и театра Эль-Мираси. Хотелось отметить, что в здании театра Эль-Мираси проходит показ национальных костюмов, и вы можете прийти сюда, приобрести билеты в кассе и посмотреть очень красивое музыкальное шоу национальных узбекских костюмов. Приглашаю всех, приезжайте и окунитесь в атмосферу удивительно красивой восточной мелодии, восточной сказки. Друзья, наша пешеходная прогулка по Самарканду продолжается. Мы все так же находимся на улице Мустакиллик. Сейчас сворачиваем на улицу Пушкина. Посмотрите на это дерево. Это платан чинара. Также здесь, в этом старинном здании, находится кафе «Платан». Друзья, также рядом с кафе «Платан» в Самарканде находится турецкое консульство. Хочу обратить ваше внимание на Корейскую ассоциацию дружбы в Центральной Азии. Она также расположена на одной из улиц русского Самарканда. Не могла пройти мимо. Посмотрите, как красиво. Я не знаю, что это за растение, вьюн или как он по-другому называется, но он полностью закрыл фасад этого здания. И не нужно никакой искусственной беседки, никаких ограждений. Это тоже одна из центральных улиц города Самарканда. Друзья, и еще одно старинное здание. Это храм Покрова Пресвятой Богородицы. Посмотрите, как сохранилось здание, как все благоустроено, облагорожено, какая чистота вокруг. Я думаю, даже вот поэтому можно судить. Посмотрите, как все здесь ухожено.
храм находится по улице Возрождения. Нынешнее название улицы Хусейна Байкаро. Друзья, я думаю, что сегодня наш выпуск получился очень интересным и информативным. Самарканд многогранен. Это город, в котором восточная и русская архитектура и культура объединяются и сочетаются в единое целое. Снимать и говорить можно очень долго. Приглашаю всех посетить Узбекистан, в особенности наш древний и очень красивый город Самарканд, увидеть всю эту красоту своими глазами. На этом я буду завершать сегодняшний выпуск. Всем пока и до следующих встреч!